Азербайджанский плов, необычный плов, габалинский плов, плов с укропом, цыплятами и сухофруктами. В этом плове необычно все, начиная от состава продуктов. Ведь людям, лишь поверхностно знакомым с восточной кухней, непременно кажется, что плов обязательно должен быть приготовлен из моркови, лука, чеснока, перца, мяса и риса. Но в Азербайджане все не так. Азербайджанские пловы поражают своим разнообразием. В каждом городе есть несколько видов своего плова, которые не готовят больше нигде. И каждый плов уникален по своему составу продуктов. Например, для плова, который мы собрались готовить сегодня с вами, необходимы цыплята. Цыплята для жарки примерно такие же, как используются для цыплят табака. Только вот какое дело. Когда мы готовим цыплят табака, мы готовим цыпленка целиком. А насколько это правильно? Ведь, наверное, все знают, что ножка готовится одно время и имеет одну консистенцию. Крылышки готовятся иначе. Ну а куриная грудка – продукты вовсе особые. Сортировка частей цыплят по отдельности, вот здесь ножки, здесь бедрышки, здесь грудки, здесь крылышки, здесь остов, имеет огромный смысл. Так мы можем каждый из них приготовить филигранно. Но прежде чем готовить, необходимо посолить, поперчить и замариновать. Я по профессии не повар, я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах.
Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Пусть цыплята помаринуются минут 30, а у нас как раз есть время для того, чтобы поговорить о всех секретах такого продукта, как лук. Не стоит недооценивать этот продукт в азербайджанском плове. Вы в школе ботанику проходили? Микроскоп настраивали? Лук рассматривали? Помните, что луковая клетка имеет вытянутую форму? Не поверите, но именно форма луковой клетки определяет то, как мы режем лук в кулинарных целях. Вот сейчас я его режу по меридиану вдоль. И понятное дело, что таким образом сок будет сохраняться внутри лука. А если порезать лук полукольцами, либо кольцами, ну, скажем, как принято в узбекском плове, либо кубиками, то лукового сока гораздо больше выделится в масло, чем останется в самом луке. Понимаете? 600-700 грамм лука. Но если у вас будет 500 или 800, плов от этого останется пловом. Самое главное, лук должен быть, и его не должно быть слишком мало. Равно как и укропа. Укропа тоже порядочное количество. Вот пару таких пучков надо порезать. Укроп в этом плове один из главных ингредиентов, но все равно его немножко меньше, чем риса. Какой запах аппетитный, ребят, вы себе не представляете. Но вы не представляете себе, каким он получится, когда мы его пожарим на хорошем сливочном масле. Только вы должны думать, какую часть как жарить. Например, грудка. Очень нежная часть. Понимаете, мы сейчас пожарим цыплят вот здесь в сковородке, а потом им предстоит еще вместе с рисом готовиться здесь, в большом казане, под пловом. Поэтому пережаривать грудку с самого начала вообще нельзя. Необходимо сделать так, чтобы на ней появился румянец, но так, чтобы она внутри еще осталась сырой. Для этого я установил самый большой нагрев. И сейчас, как только нагреется масло, опущу грудку. Обжаривание продуктов на сливочном масле требует некоторого умения. Надо уметь правильно нагреть масло, потому что масло состоит не только из молочного жира, но еще и какой-то влаги и непременно молочного белка. Необходимо схватить вот этот момент карамелизации молочного белка, когда он меняет цвет и когда масло начинает пахнуть, ну вот, как какие-то хорошие грецкие орехи. Вот оно, видите? Начало краснеть. Все, вперед. Я накрываю курочку крышкой, которую использую для приготовления цыплят табака. Мне необходимо, чтобы вот там снизу как можно скорее образовалась румяная, уверенная корочка. Бедрышки современных цыплят во многом напоминают по своей консистенции куриную грудку, поэтому их будем жарить почти что так же, как грудку, лишь слегка ослабив огонь. Ножки, крылышки, хребты жарили на самом малом огне для того, чтобы получить и прожарку достаточно глубокую, и для того, чтобы получить очень уверенную корочку. И вы понимаете, да, когда мы в обычном, скажем, ну, узбекском, среднеазиатском плове с самого начала жарим мясо, сколько минут мы его жарим? Минут 10-12. И оно в результате
В принципе, уже готово. Его можно есть, оно уже достаточно прогрето. Но после этого мясо в плове тушится вместе с морковью, вместе с водой, вместе с рисом. То есть проводит в казане еще минимум 1,5 часа. То же самое предстоит и вот этим кусочкам курицы. В принципе, они сейчас уже готовы. Их можно было бы съесть и так. Но когда они полежат вместе с рисом, во-первых, они сами станут вкуснее, они сами станут лучше. А во-вторых, они еще и рису передадут свой чудесный запах. Вот это масло, которое здесь осталось, вот этот нагар, который здесь остался, это все очень хорошие продукты, мы не будем от них избавляться. Мы прямо здесь и пожарим лук. Для того, чтобы жарить лук, я уже не беру сливочное масло, потому что сливочное масло содержит белок. И вот этот вот нагар, это как раз тот самый белок от сливочного масла, который здесь просто сейчас сгорел. Но ничего страшного, лук выделит сок, и мы добавим сюда кое-какой воды. И этот нагар просто-напросто поднимется, растворится. А когда вода испарится, когда луковый сок испарится, то он осядет уже куда? На сам лук. В результате лук станет только вкуснее. Лук для азербайджанских блюд не жарится так, как для узбекских. Жарится на более умеренном нагреве. Поэтому я убавил огонь. Жарится гораздо дольше. И он обязательно жарится с куркумой. Для того, чтобы поднять тот самый нагар, который остался на дне сковородки, наливаю примерно стакан воды. Да сколько бы ни налили, она выпарится, и лук за это время как раз успеет размякнуть. А для того, чтобы ему подрумяниться, не потребуется много времени. Обратите внимание, как жарится лук. Он превращается в нечто медовое, да? Но каким бы сладким и вкусным он не был, посолить его надо обязательно. Лук удивительный продукт. Готовить его можно очень по-разному. Вот, например, даже просто пожарить лук можно примерно 40 разными способами. Каждый раз будет абсолютно разный результат. Можно даже варенье сварить из лука, но у нас вот как раз очень близко все именно к варенью. Все, я думаю, что дальше я его жарить не буду. Пусть стоит наготове и дожидается самого главного ингредиента – риса. Когда рис готов, тут уж не зевай, тут надо действовать очень быстро. В не очень сильно разогретый казан я перекладываю все оставшееся сливочное масло. Здесь, я думаю, грамм 100-120. Но именно столько мне и нужно. Риса, посмотрите, сколько. Теперь яйца. В принципе, можно было бы взять только желтки. Но ничего страшного. Можно взять и желтки, и белки. И непременно посолить. Кто как, но я люблю, чтобы яйца были еще и перченые. К яйцам добавляем стакан йогурта. Ну, смотрите, может, сметана есть. Слишком жирную не нужно, а вот 10-15% было бы хорошо. Для красивого цвета добавьте куркумы на кончике чайной ложки. Теперь все это необходимо взбить в однородную массу. В смесь яиц и йогурта добавляем рис. Вы не представляете себе, какого вкуса этот омлет получится. Да, по сути дела, это омлет, но его по-прежнему называют казмах. Казмах – это самая вкусная часть азербайджанского плова. Это та корочка, которой выстилается казан, в котором готовится сам плов на втором этапе. Ну да, плов – это блюдо из риса, который приготовлен непременно в 2 этапа. На первом этапе он варился, а на втором этапе рис запаривается. Как только в нижней части омлет прихватится, яйца свернутся, можно поднять вот эту рисовую массу чуть повыше, чтобы корочки вышло немного больше. Понимаете, там снизу уже вот яйцо прихватилось, корочка прихватилась, но здесь сверху еще все жидкое. Мы сейчас вот как поступим. Накроем крышкой на 2 минуты, яйцо-то свернется, омлет отвердеет, и вот тогда там можно будет накладывать и рис, и остальные ингредиенты габалинского плова. Вот теперь яйцо свернулось, и можно продолжать. Сначала все-таки немного риса. Теперь закладываем курятину, но один принцип.
То, что может готовиться дольше, например, ножки, крылышки, без ущерба для вкуса, без ущерба для качества, закладываем в самый низ. А то, что нежно, это бедрышки и особенно грудка, будет на верхнем уровне. За основу этого рецепта я взял то, что видел своими глазами уже больше 10 лет назад, во время моей кулинарной экспедиции по Азербайджану. Здесь в левом верхнем углу, как всегда, есть подсказка. Есть подсказка, можете посмотреть тот ролик, как это блюдо готовили в Азербайджане. Но я вам так могу рассказать, что они цыплят закладывали сырыми. И цыплята вполне, конечно, приготовятся. Но от того, что мы их пожарили, цыплята стали только вкуснее. И их можно готовить еще достаточно долго. А сейчас самое главное, перекладывая рис, стараться разрыхлить его, чтобы он не ложился ни в коем случае комками. Лук. Вот в узбекском плове, когда его готовишь, лук полностью расходится по зирваку. Не остается лука. А здесь лук останется. Он останется, и он, могу сказать, только украсит плов. Лук тоже укрываем слоем риса. Кроме того, радикальное отличие моего плова от того, что готовили в Габале, в оригинале, состоит в том, что они сразу смешали кизыл, сырой лук и укроп. Отжали сок, весь лишний сок из лука и кизыла прямо отжали руками, и вот эту массу сложили. Мне не приходится этого делать, потому что у меня вместо кизила сухая вишня и клюква. Потому что лук я пожарил, и лишняя влага уже просто-напросто испарилась. Зато я могу поступить вот как. Я могу укроп заложить в одну сторону, а красивые сухофрукты в другую сторону. Ведь азербайджанский плов, он непременно должен выглядеть очень красивым при подаче. И я думаю, вы понимаете, как важно повару знать, где что лежит в казане. Очень многие кулинары ошибаются, когда считают, что чем дольше стоит рис в казане, тем больше он разварится. Рис разваривается только в том случае, если в казане присутствует какая-то влага, избыток пара. Если в казане никакой лишней влаги нет, рис не разварится. И он может простоять в казане хоть 4 часа и станет только лучше. Но 4 не 4, а 1,5 или 2 будет вполне достаточно. Плов в Азербайджане воистину царское блюдо. Поэтому его подают всегда последним. Поэтому при подаче его всегда украшают. И его подают в самой красивой посуде, которая есть в доме. Вот такие колпаки называются сарпуш. Для того, чтобы плов не остыл. Для того, чтобы пока плов на стол несут, никто не сглазил. Торжественный момент. Открываем казан. Па-па-па-па-па. Осталось только одно действие. Небольшое, но очень важное. Масло у нас есть там внизу. А вот этот наверху рис пока что не промасленный. Непромасленный рис – это не плов. Нагретое до дымка хорошее топленое масло. Однако вы полюбуйтесь, что за рис. Ведь он летает, он буквально летающий. Давайте, начинаем накладывать. Ягодки надо постараться куда-то убрать в сторонку. И в самый низ блюда положим только рис. Ну вот здесь еще и лук попадает. И вот теперь мы добрались до самого главного, самого вкусного места плова, до казмаха, до корочки. Боялся, опасался,
А думал, а вдруг не получится, вдруг получится не такая красивая, как мне хотелось бы. Но нет, она получилась именно такая, как я задумывал. Сейчас вы ее увидите. Сейчас последнее движение ножом. Ну вот и все. Плов готов. Габалинский, азербайджанский плов с цыплятами, укропом и сухофруктами. Азербайджанский плов. Необычный плов. Габалинский плов. Плов с укропом, цыплятами и сухофруктами. Приятного аппетита!